Сегодня мы поговорим о непереносимости гистамина и гистаминовой интоксикации с комментарием врача-аллерголога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. Также мы добавили возможность получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. Непереносимость гистамина и гистаминовая интоксикация. Раз в несколько месяцев кто-то из коллег или администраторов клиники спрашивает, можно ли сдать анализ на непереносимость гистамина. Я обычно отвечаю, что подобного анализа у нас не делается, но пациентам стоит предложить консультацию аллерголога и иммунолога для того, чтобы выяснить причины желания сдать такой анализ и разобраться, почему этот анализ не рекомендовано сдавать никому. К сожалению, ни разу после этого пациенты до меня не доходили. Что ж, попробую тогда написать об этом. Известно, что гистамин отвечает за многие симптомы, которые традиционно считают аллергическими: зуд, волдыри, отек слизистых и даже резкие боли в животе, диарея, головная боль и учащенное сердцебиение. При аллергических реакциях эти симптомы вызывает гистамин, вырабатываемый нашими собственными клетками. Но гистамин – это достаточно распространенное в природе вещество, поэтому он может поступать в организм и извне с пищей. Для того, чтобы уровень гистамина в крови не поднимался из-за того, что мы что-то съели, в кишечнике присутствует фермент диаминоксидаза, коротко ДА, который превращает гистамин в имидаза-4-ацетальдегид. Если мы съедаем сверхвысокие количества гистамина, в жизни это в 98%, неправильно транспортировавшаяся морская рыба с душком, которую замаскировали путем консервации или копчения, то быстро, в течение 30 минут развивается реакция, похожая на аллергическую: крапивница, зуд, боли в животе, тошнота, рвота, чихание, затруднение дыхания, иногда даже нарушение работы сердца. Есть мнение, что тяжесть будет зависеть от дополнительных факторов, например, употребления алкоголя. В любом случае, интоксикация гистамином – это вид пищевого отравления, которое в той или иной выраженности случится со всеми людьми, съевшими испорченный продукт. То есть проблема не в человеке, а в продукте. Тухлую рыбу есть нельзя. Под непереносимостью гистамина понимают ситуацию, когда с пищей его поступает нормальное, переносимое здоровыми людьми без интоксикации количество, но ферментной активности по каким-то причинам недостаточно. Поэтому гистамин попадает в кровь и вызывает симптомы. Это состояние, которое предсказано теоретически, но на практике есть ряд проблем. Во-первых, непонятно, почему при избыточном поступлении гистамина с едой, отравлении, симптомы вполне конкретные, а если тот же гистамин поступает в избыточном количестве из-за недостатка фермента, то симптомы неспецифические. Симптомами непереносимости гистамина называют чувство тяжести после еды, вздутие, головную боль, насморк, ощущение сердцебиения и другие ощущения, которые каждый из нас точно испытывал. Кроме того, считается, что симптомы могут быть разными у одного и того же человека в разные периоды времени, что сложно объяснить теоретически. Во-вторых, даже выступающие за существование непереносимости гистамина обзоры признают, что ни гистамин нельзя измерять по анализу крови, так как точность этих анализов неудовлетворительна. В качестве альтернативы рассматривают биопсию толстого кишечника. Но пока рекомендовать ее нельзя. Мало данных. Провокационный тест с гистамином требует госпитализации. Опасен, и если одному человеку проводить тест дважды, будет два разных результата, и анализ мочи на гистамин и ДАА. Пока о его эффективности написали только сами разработчики метода, правда, дважды в 2017 и 2022. В-третьих, есть данные о том, что снижение ДАА – это следствие повреждения кишечника, а не причина.
Этот фермент даже рассматривали как маркер повреждения, например, при лучевой терапии. То есть не снижение ДАА приводит к вздутию, боли и запорам, а запоры, боли и вздутие приводят к снижению ДАА. Итого, когда речь заходит о непереносимости гистамина, мы имеем дело с неспецифическими, разнообразными симптомами, для которых есть много других причин, невозможностью диагностики и неуверенностью в том, что причина не перепутана со следствием. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!